Всем привет, меня зовут Кристина Бродская, я фитнес-тренер. 8 лет назад я приехала сначала на Таглит. Таглит – это программа для молодых людей до 30 лет. В течение 10 дней мы можем познакомиться со страной, путешествовать по разным городам Израиля. И это было одно из лучших путешествий в моей жизни. Я очень впечатлилась и захотела приехать снова в Израиль, но уже по программе МАСА. То есть это уже образовательная программа. И когда я смотрела, какие программы есть для того, чтобы приехать студентам, познакомиться со страной, меня впечатлила МАСА Sport Extreme тем, что это то, что я никогда бы не попробовала в своей прошлой жизни. То есть меня привлекал экстрим, который я вообще не люблю. Дайвинг, снэплинг, водные лыжи, велосипеды горные по пустыне. Все это я бы никогда не попробовала в своей жизни. И думаю, если не сейчас, то никогда. А Израиль и конкретно эта программа давала право это все узнать и попробовать за 10 месяцев. Поэтому я ее выбрала. Мы жили в пустыне Ниццана. Это 70 километров от Бершевы. То есть такое место тихое, удаленное от городской жизни. И меня это тоже привлекало. То есть кого-то бы, может быть, это оттолкнуло. И да, были ребята, которые не могли находиться на программе, которым хотелось какой-то движ, хотелось в город, хотелось гулять. И были ребята, которым, да, подходила такая вот тихая, спокойная жизнь. Мы жили в домиках по 4 человека. У нас была на территории столовая, наша школа, в которой мы учились, бассейн, тренажерный зал. В принципе, все для того, чтобы жить, но без каких-то тусовочных развлечений. Мы учились на фитнес-тренера, мы учили иврит, и помимо этого мы путешествовали по Израилю. Были в Эйлате, на Мертвом море, занимались снэплингом, дайвингом. Какие-то у нас были экскурсии длительные, с палатками. В общем, было очень интересно, разнообразно и совсем не скучно. 10 месяцев мы учились на программе. За 10 месяцев мы познакомились ближе с Израилем, и мы получили профессию фитнес-тренера. То есть была возможность вернуться обратно или получить гражданство, оформить гражданство. И нам помогали на программе. То есть у нас были мадрихи. То есть это были наши вторые мама с папой за эти 10 месяцев, которые помогали нам во всем. И в конце программы помогли нам оформить все документы. Мне понравилась жизнь в Израиле, меня тянула жизнь в Израиле. Я хотела попробовать, а смогу ли я быть здесь, смогу ли я привыкнуть к жизни с этим менталитетом, с этим климатом, смогу ли я найти себя. После того, как мы оформили гражданство, закончили программу, началась наша жизнь свободная. Мы должны были сами за себя уже решать. То есть не кто-то, да, не наши мадрихи, и не люди, которые нам помогали на программе, а уже мы сами. И я, и несколько ребят, с которыми я подружилась на МАСе, решили переехать в Бат-Ям. Мой первый дом был в Бат-Яме. Как бы банально это ни звучало, мы хотели к морю, мы хотели ближе к центру, ближе к вот всей этой суете после пустыни, после того, как мы пожили в тихом месте, нам хотелось куда-то более в движ. И Бат-Ям просто это был самый популярный город, про который многие мне рассказывали. У меня были друзья на тот момент, которые жили в Бат-Яме, и мы к ним приезжали в гости, познакомились с городом, он привлекал. Первая работа моя была в баре, в кафе. Я устроилась официанткой. И официанткой проработала где-то, я думаю, что около 2 лет. Я работала няней, я работала в баре поваром. То есть опыт работы разный в Израиле у меня, да, был. В спортзал я, безусловно, хотела с самого начала, потому что это то, ради чего я вообще приехала в Израиль, да, получила эту специальность на программе. Но я очень переживала, я очень боялась в большей степени иврита. То есть, да, нас научили, у нас был иврит на программе, но это не тот уровень, с которым бы прям вот так выходишь и начинаешь говорить по полной программе. Я переживала, и поступило предложение прийти на собеседование и попробовать устроиться в тренажерный зал. Я подумала, что это та самая возможность решиться, даже с тем, что я боялась, переживала, но надо идти пробовать. Я пришла на собеседование,
и меня взяли, хоть и я сказала, что иврита практически у меня нету. Как же я буду работать, как же я буду разговаривать с людьми, делать тренировки, работать в зале. Ничего, все придет, все будет хорошо. Ну, так и получилось. Это был тренажерный зал, и в большей степени были ивритоговорящие люди, тренирующиеся. Я начала работать со смен, что подразумевает смена в тренажерном зале. Следить за тем, что все было хорошо, за тем, чтобы люди правильно выполняли упражнения, чтобы они ходили с полотенцами, убирали за собой гантели. Собственно, это основная твоя работа на смене. То есть это не тренировать, а именно следить за безопасностью зала. Так как израильтяне очень открытые, они принимают тебя таким, какой ты есть, они понимают о том, что да, здесь есть много репатриантов из разных стран. И когда я новичок в зале, ко мне начали подходить, а кто ты, откуда ты? И ты на иврите всем пытаешься говорить, меня зовут так-то, я оттуда-то. И каждый раз ты говоришь одно и то же, одно и то же. Я научилась говорить о себе на иврите, и все пошло так, как надо со временем. Я всегда мечтала поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу в категории фитнес-бикини. Это была моя мечта еще давно. И когда я репатрировалась в Израиль, уже закончила МАСУ, курс фитнес-тренера, я решила, что все, пришло время, надо узнать, как это сделать в Израиле. Если не получилось там, значит, получится здесь. Я ничего не знала, как это устроено, я не знала ни как там устроено, я только смотрела видео, фотографии, изучала все это в интернете. Но как устроено и там, как это устроено здесь, я ничего не знала. Я просто начала искать, смотреть, вводить в интернет бодибилдинг, фитнес-бикини, выходить на людей. И да, я вышла на директора одной из федераций. Я написала ему о том, что мне это интересно, как я могу начать, к кому обратиться, куда пойти. И он мне посоветовал тренера, он мне посоветовал, кому мне написать, куда прийти. И, собственно, вот так я и начала свой путь. Соревнования по бодибилдингу в категории фитнес-бикини – это спортивный конкурс красоты. То, что меня привлекало, то, что я хотела попробовать. И посмотреть, насколько я могу, насколько я готова, потому что это тренировки в спортивном зале, это тяжелые тренировки, силовые, кардиотренировки, это определенный вид питания, который нужно держать долго и готовиться для того, чтобы выйти на сцену и соревноваться с такими же девушками, которые тоже тренировались, готовились, и вы все равны на сцене. Сама подготовка – это не так просто. Это не просто взял и вышел на сцену даже с тем, что ты занимаешься спортом. Есть определенный процесс, да, нужно снизить процент жира, добиться рельефа. Не все так просто для того, чтобы выйти на сцену и показать свою лучшую форму и особенно взять первое место. Я участвовала 2 раза. Первый раз он был не совсем удачный. Когда я начала готовиться к своим вторым соревнованиям, где я уже победила, мы как раз познакомились со своим мужем, и я начала свои отношения с ним. Да, он был еще не муж, мы начали встречаться, мы познакомились с ним на сменах, вместе в тренажерном зале, много разговаривали, много общались про спорт и про соревнования. Я ему рассказала, что я участвовала в соревнованиях и хочу еще раз. И оказалось, что эта тема нас зацепила, что это тема, которая тоже ему интересна, он тоже изучает соревнования, и в том числе категорию фитнес-бикини, и для него это была совсем недалекая тема. Нас это зацепило, мы начали много говорить. Благодаря ему, благодаря его поддержке и тому, что он был со мной рядом, я стала чемпионкой Израиля. Да, я получила кубок. Кубок чемпионки. Я не помню, честно, что еще какие были подарки, призы, но кубок у меня стоит дома, поэтому, конечно, это то, что я помню и вижу каждый день. Это нужно очень любить и очень этим жить, чтобы в этом участвовать. То есть государство никак не помогает, и мы сами полностью. И это дорогой вид спорта. Я рассказала, что мы познакомились с мужем в тренажерном зале. Это нас очень сблизило. И я вообще считаю, что у пары обязательно должно быть какое-то общее хобби. Если в начале двух молодых людей может связать страсть, любовь, влюбленность, то если у них остается какое-то общее хобби, эта пара имеет место на долгую совместную жизнь. И в нашей паре, да, у нас есть хобби – это спорт.
то, что нас связало, и соревнования. И после соревнований через полгода я забеременела, и родила своего первого малыша, продолжила работу фитнес-тренера. После того, как я вернулась после родов, я начала работать сама на себя. То есть залы, в которых ты работаешь на зал. То есть зал тебе предоставляет клиентов. Есть залы, в которых ты работаешь сам на себя. И ты себе ищешь клиентов, ты приводишь клиентов в зал, или ты можешь работать на улице, в парках, на дому или в этом спортивном зале, но ты уже должен оформить и страховку, и платить аренду залу. То есть это уже другой уровень немножко. Но это свобода. Когда ты работаешь сам на себя, это более свободный график, ты сам себе предоставлен. Сложнее в том, что ты себе сам ищешь клиентов, но если ты умеешь это делать, то это выгоднее, чем когда тебе находят зал клиентов и забирают большую сумму. Я начала рекламировать себя и начала пускать как и платную рекламу, так и бесплатную рекламу через Facebook, через Instagram, снимать видео, делать фотографии, просить своих первых клиентов, если я могу их фотографировать. Конечно, не все соглашаются, кто-то соглашается, кто-то сам просит, давай что-то снимем. И благодаря таким фото и видео, постам, которые я писала про спорт, про то, что я делаю, девушек привлекала. То, что я сама мама, что у меня есть дети, что я восстановилась после родов, и я могу помочь им скорректировать питание, могу провести тренировки силовые на улице, в парке, в тренажерном зале, кто как хочет, кто как может, у кого есть какая возможность. Я тренирую в группе, я тренирую персонально, я тренирую в паре. Вот так я вышла постепенно через рекламу на такой тип тренировок. Я работаю в парке, я работаю на дому, и я веду групповые занятия тоже в парках. У меня есть страховка. Страховка распространяется на клиентов как в тренажерном зале, так и в парке, и даже на детей. У меня есть открытый бизнес, то есть я полностью официально работаю как в парке, так и на дому, так и в спортивном зале. То есть тренера, которые только тренируют в спортивном зале, проводят индивидуальные занятия. Есть тренера, которые проводят еще и групповые занятия, да, то есть также в спортивном зале или на улице, или онлайн. То есть это все зависит от тренера, насколько он это любит, хочет и делает. То есть кто-то проводит только силовые тренировки на тренажерах в спортивном зале, а у кого-то это функциональные тренировки с использованием какого-то инвентаря на улице, TRX, веревочки, резиночки, эспандеры, миллион всего. И открывают группу, с которой он будет заниматься на улице. А группа может быть как 3 человека, так и 10 человек, и также и 15 человек. Или можно снять помещение и проводить групповые занятия в помещении. Кто-то зарабатывает 6 тысяч, кто-то развивается и переходит черту 10, 12, 20 тысяч шекелей. То есть можно зарабатывать. Все зависит от тренера. Расскажи про свою семью, про свой график и как ты вообще все успеваешь? Это сложный вопрос. На самом деле не так просто. У меня 2 маленьких ребенка. Одному 4,5 года, второму 1,5 года. Я вернулась к работе со вторым ребенком сразу же через 2 недели. Сначала я работала с коляской. То есть я проводила занятия на улице, и я предупреждала людей, что я буду с ребенком с коляской. Это никого не смущало. Здесь, в стране, у меня нет родственников. То есть я репатриировалась одна, но у меня есть семья моего мужа. Можно сказать, что мы одни, и мы самостоятельно справляемся с детьми. Есть помощь периодически бабушки, мамы мужа, есть няня, есть садики, есть продленки. И вот так мы работаем, вот так мы справляемся. Где-то мы меняемся, где-то муж, где-то я. Да, это непросто, но это возможно. Плюс наши тренировки, плюс мы тренируемся, потому что тренер – это не просто только работа, но это и мои личные тренировки. То есть я должна быть в форме, я должна быть примером для своих клиентов. Если я не буду примером, то зачем тогда мне быть в этой работе? Для меня это на первом месте мои тренировки. У каждого человека есть свое хобби. Мое хобби – это спорт. Я его люблю, я им хочу заниматься всю жизнь, и я люблю спортивный зал. Я люблю тренировки, я получаю заряд энергии. И это меня мотивирует идти, продолжать заниматься и мотивировать других людей для того, чтобы они менялись, они меняли свою жизнь, чтобы они становились здоровее, чтобы они думали о себе не когда у них что-то болит, когда
они получают какие-то травмы, а чтобы они думали об этом заранее, чтобы девушки занимались спортом еще до того, как они хотят забеременеть, и не чувствовали проблемы, больную спину или еще какие-то другие болячки, которые у них вылезают после родов, чтобы они заботились о себе.